Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, что происходит, какой новостной фон, какие события произошли, а также вообще, что случилось, как закрывается месяц, какие события и какие попутные ветры эти события породят. Итак, давайте начнем с календарика, но сегодня Германия несколько разочаровала, потому как снижение ВВП оказалось больше, чем предполагалось. Но смотрите, на самом деле на фоне того, что вся Европа находится в локдаунах в первом квартале, на фоне массы негативных событий с этим связанных, здесь как бы ситуация, она была в какой-то степени ожидаемой. Не сказать, что прямо вот было очевидно, что по Германии выйдет такая статистика, но тем не менее здесь это вполне закономерно. По еврозоне в целом статистика по ВВП вышла более или менее нормальной, то есть там снижение не такое большое, как в Германии, но Германия это сердце и локомотив ЕС, и поэтому для евро это, конечно, не очень позитивно оказалось. Но на самом деле здесь конец месяца фиксирует позиции, фиксирует прибыль, и поэтому, если бы не ВВП Германии, нашли бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы евро спустить. Зато позитивная статистика вышла по Соединенным Штатам. В Соединенных Штатах благодаря фискальным стимулам взлетели личные доходы, взлетело потребление, и Соединенные Штаты на фоне того, что там уже больше половины населения вакцинировано, и по сути то, что связано с ковидом, оно постепенно завершается, они, в общем-то, и являются бенефициарами отскока и роста. Но и здесь такой момент, почему американская экономика, она, по сути, по крайней мере на текущий момент, она, получается, кризис проскочила. С чем это было связано? Два фактора. Первый фактор это то, что правительство американское не скупилось и выделяло максимальное количество помощи и стимулов, и, соответственно, оно разогнало маховик потребления. И второй момент это, конечно, то, что связано с вакцинированием. Но и дальнейший сценарий развития, судя по всему, будет складываться следующим образом. Сейчас для Соединенных Штатов ключевой вопрос это удержаться вот на этой траектории восстановления, то есть не отвалиться, не начать падать. Это первый момент. И второй момент, Соединенные Штаты должны активно начать оказывать содействие другим странам. Особенно это касается Бразилии, в которой очень непростая ситуация как с коронавирусом, так и вообще с экономикой. Потому что все страны взаимосвязаны, и если Соединенные Штаты на текущий момент не окажут надлежащей поддержки тем странам, которые в ней нуждаются, то, соответственно, вот этот перекос, который возник, восстановление Америки на фоне значительной просадки в других странах, он в конечном счете стянет Америку тоже в рецессию и в падеж. Но и на текущий момент Соединенные Штаты показывают отскок, которого не было уже с 1983 года. Но сейчас в третьем и четвертом квартале появился значительный шанс, что Европа покажет восстановление достаточно ощутимо и, возможно, даже обгонит Соединенные Штаты. Это будет связано с тем, что, скорее всего, решат проблему с вакцинированием, и у Европы отскок, возможно, даже получится посильнее, чем у США. Так, и переходя к России, что тут у нас такого интересного происходит? Средний рост срока ипотеки обновил максимум, то есть люди максимально растягивают выплату ипотеку, то есть перекладывают обязательства. Так, министр выступил с ожиданием, что к концу года замедлится темпы инфляции. Что-то мне подсказывает, что это будет все с точностью да наоборот. Итак, друзья, давайте перейдем к графикам. Что у нас здесь получается? Индекс волатильности, он же индекс страха, дневной таймфрейм показывает сегодня впечатляющий рост. И здесь есть такой тонкий момент 18,5, 18,7. Если закрытие на этих уровнях и выше, это будет означать, что на следующей неделе уже может начаться ощутимая корректировка на рынках. Так, переходя к S&P, сегодня рынки падают, проседают. На самом деле движение по S&P здесь ничего такого страшного нету. Падает и падает, там меньше 1%, ничего страшного. Тем более ключевые уровни пока не пробили. По сути это небольшая фиксация
в конце недели и в конце месяца, потому что надо прибыль вывести. Прибыль вывести, для этого надо что-то продать. Так, друзья, вот дальше индекс доллара дневной таймфрейм. Здесь вот этот вот отбойчик, он, боюсь, может в ближайшее время поставить крест на продолжение роста евро. Вот здесь, по сути, сейчас 91,2 пробили. Если закрытие будет выше этого значения, то на следующей неделе весьма вероятно будет взято 91,5 и уже начнется рост доллара против евро. Что послужило причиной? Ну, здесь ряд факторов. Возможно, то, что по ВВП Германии вышли негативные данные. Но я думаю, здесь более ключевой момент заключается в том, что просто кто-то зафиксировал позиции по приросту евро. Здесь момент следующий. Я думаю, что в первой декаде мая мы увидим, как будут развиваться события. Если евро отскочит в течение первых 10 дней мая, то это будет означать действительно просто кто-то по евро зафиксировался, и все, дальше евро продолжит укрепляться. Но если ситуация с ослаблением евро продолжится после 10 мая, здесь уже весьма вероятно мы увидим окончание вот этого движения на ослабление доллара и, соответственно, рост доллара более сильный против всех мировых валют. Так, друзья, но нефть сегодня падала, не отставая от всех остальных рынков. По нефти ситуация, видимо, связанная со снижением, завершилась. Сейчас здесь формируется коррекционный отскок целевого движения на 67,5, 68. Для того, чтобы этот отскок произошел и развился, надо, чтобы сегодня не произошло дальнейшего пробития 66,1, 66. И тогда как бы получается вот эта модель, она сформирована. И ну, если не сегодня, то уже в понедельник пойдет движение на рост нефти. А если сейчас здесь возникает пробой, то, соответственно, есть сильная поддержка, которая находится на 62,5. И вероятность пробития этого значения, она на текущий момент очень невысока. То есть сейчас на текущий момент, скорее всего, либо вот здесь вот у нас разворотные формации полностью откупили, либо если пойдет дальнейшее значение, то 62,5 с очень высокой степенью вероятности остановит снижение нефти. Так, друзья, вот масса вопросов по поводу Татнефти поступает. Вот сейчас как бы для акций не самое лучшее время, вечерка. Тем не менее, хотел обратить внимание на то, что 500 она так и не пробила. Вот то, что она не пробила 500, это достаточно позитивный момент. Если на следующей неделе повторного добития 500 не будет, то уже в понедельник, во вторник она может отскочить. Цель движения первая 533 и потом движение вот сюда, вот в район 545. А если все-таки 500 пробиваем, то отсюда пойдет движение сильное вниз. Первая цель, которая может остановить, находится вот здесь, 475. Если ее проходим, то дальше уже движение будет на 400-415. Судя по недельке, мощнейший объем здесь вышел. Но опять же, уперлись в 500. Если 500 устоит, то отсюда пойдет отскок, возможно, даже на 575. Но есть и другой момент, который заключается то, что в мае обычно дела обстоят всегда хуже, чем в апреле. Так, друзья, ну далее евро-доллар. Ну, смотрите, 1,1991. Если этот уровень не пробивается, вот это все не более чем фиксация прибыли, после которой будет еще один набор позиций и рост евро против доллара. Но как только будет пробито 1,1991, евро сразу отсюда посыпется на 1,18 и, возможно, даже ниже. Вот. Сейчас посмотрим, как вот на этом сильном уровне будут развиваться события. Но если не сегодня, то в понедельник. Я думаю, есть хорошие шансы того, что евро здесь удержится. Так, друзья, далее доллар-рубль USD Tomorrow. Ну вот почти мы дошли до 75,3. Здесь все на самом деле очень бесхитростно, потому что конец месяца, плюс снижение нефти, плюс общий негатив, и как следствие доллар растет к рублю. Вот. Вопрос пробития, не пробития вот этого значения сегодня. Ну, на текущий момент, я думаю, больше вероятность того, что здесь будет отбой,
и он отсюда будет корректироваться и пытаться сходить на 74,85, вот сюда куда-то. Если он все-таки это значение пробивает, то на следующей неделе мы можем увидеть уже более бойкое движение, цель которого будет 76,2. Так, друзья, ну и далее фьючерс на индекс РТС. Здесь сценарий достаточно мягкий, даже до 145 тысяч не допадали. Уже как бы на 146, 146, 300 начали активно выкупать. И поэтому на сегодня, ну или на понедельник утро, если не будет дальнейшего движения вниз с пробоем 145 500, мы здесь собираемся с силами и отскакиваем в цель движения 147 700. Если все-таки 145 500 здесь пробивается, то уже исходя из вот этой амплитуды движения 145 целью здесь не будет, цель будет находиться пониже, она будет находиться на 143 500 и 141 500. Вот здесь вот эти два значения. Сейчас в случае пробития движение реализуется весьма вероятно сюда. Друзья, ну в общем-то все, основные активы. Спасибо за внимание, успешно доторговать и хороших выходных.